Привет, мировые слушатели, с вами Кео, друг и сосед по голове. Это «В одной комнате» — подкаст о том, как нескольким персонам ужиться в одном теле и с окружающим миром. Здесь я говорю о тульпах, альтерах и других спутниках, с которыми знаком лично. У всех нас есть общие трудности, я сам через них проходил, поэтому делюсь здесь тем, что помогло справиться. Собираемся в одной комнате и будем начинать. Эпизод 18. Творчество у плюралов. Как системы делят авторство. Не было такого? Вы или ваш спутник написали картину, стих или даже песню. Это здорово. Показываете другим людям и сразу получаете вопрос. А чья это работа? Кто автор? Для обычного человека, чье имя совпадает с паспортным, проблемы нет. Творчество мое, и все тут. Даже юридические авторские права наступают сами, автоматически, просто из-за факта окончания работы. Публикация в сеть или показ на выставке лишь тому подтверждение. Это ваше. Но у плюралов тело одно, и порой объяснить другим сложно, почему гипотетически ты сидел, тратил время на творчество, а его итог не совсем твой, другого спутника. Пробуем разобраться. Трудности у плюрала с авторством бывают по разным причинам. Например, кто-то не чувствует себя полностью автономным, размыт между несколькими личностями или же частями личности. Это похоже на то, как будто текст ведет кто-то другой, а ты не сразу понимаешь, кто именно. Одни описывают это состояние как туман, кто-то как приемник с шумом, но суть одна — ощущение неопределенности. Поэтому, когда вы творите как будто бы все вместе, одновременно. Кого-то это пугает, кого-то это успокаивает. Как вариант, здесь может помочь общее имя. Неважно, придуманное оно или же просто такое, каким вы привыкли уже к себе обращаться. Да и даже паспортное сойдет. Опять-таки, если вы думаете показывать свое творчество миру, с ним может быть не так комфортно, как с псевдонимом, но в решениях юридических оно как никогда кстати. Поэтому, если вам когда-то хотелось его сменить, то не забывайте, что такая функция есть. В РФ, например, она делается достаточно быстро. Нам, например, это сделали за день, хотя это не было связано с плюральностью, а просто в личном решении моего хохлоста. Псевдоним придумывать не обязательно, но он может стать вашей визитной карточкой. В искусстве это распространенная практика. Например, художник Бэнкси, уличный граффити, чьи видел весь мир, но его имени никто толком не знает. Однако подпись Бэнкси стала брендом, за которым и признают, собственно, авторство. Вообще, была очень интересная история, когда копию его работы продали на аукционе, и в момент, когда стукнул молоточек о решении, что вот отдаем вот этому человеку, Бэнкси, скорее всего, сидел в зале. Потому что картина тут же прошла через бумагорезку и, по сути, была уничтожена. Мне кажется, что художник вовсе не хотел, чтобы его творчество кто-то так приобретал. Ведь оно живет на улице и доступно созерцанию всем.
Но от этого картина стала стоить дороже, пусть и в располощенном виде. Поэтому я напоминаю вам, что от приобретения вашей работы она не теряет вашего авторства. Никогда. Вы можете продать право пользования и зарабатывать на этом. Но даже если вы отдадите все, ваш стиль, ваше имя, ваш почерк, он навсегда останется. И я хочу вам об этом напомнить, потому что очень легко потерять себя, когда вы делите вместе навыки. Какой еще пример может быть? Дуэт Daft Punk. Это два человека, но на афише и пластинке стоит одно имя, как символ их совместной работы. У систем может быть что-то похожее. Кто-то выбирает общий псевдоним, кто-то создает символ, знак или сокращение, которое понятно внутри, но при этом узнаваем снаружи. Таким выступает наш логотип, вот этот соединенный треугольник. Он обозначает крышу и две половинки мозга, как символ того, что голова — наш дом, и о нем нужно заботиться. Этот знак придумали Алекс, но использую я. А обозначает он нас двоих. И хорошо работает как узнаваемый значок. Вот такой пример есть. Все это нужно, чтобы помогало чувствовать, да, это сделано конкретно мной или нами, чтобы не растворяться в этой самой анонимности. Если возвращаться конкретно к ситуации тумана, когда непонятно, кто ведет, то в сообществе это состояние называется блюри, от английского слова blur — размытость. Я его называю иногда смешением и говорил об этом в одном из выпусков. Мы слились, нам комфортно. По-моему, так. Сейчас кратко скажу, что это состояние может быть как переходным к чему-то, к интеграции или же разделению системцев, так и просто по жизненной позиции. Я не знаю, кто сейчас в теле, нет смысла спрашивать. Мне комфортно так. Это может быть признаком диссоциации или депрессии, поэтому здесь лучше следить за состоянием и обязательно отмечать такое. Но для кого-то это положительный знак, как я говорил в случае интеграции, например, что вы исцеляетесь. И это тоже важно, потому что это ваш путь. И когда вы сменитесь, вы будете знать, что этому послужило. Да, это может быть страшно, потому что состояние блюри может показаться потерей контроля или идентичности. Но для кого-то это может быть комфорт, ведь не нужно жестко разделять роли, можно творить вместе, в потоке. И иногда в такие периоды рождаются самые необычные стихи, рисунки или идеи. Ведь вы творите не одни, вы творите в команде, как будто несколько рук держат кисть или ведут строку. Это не проклятие и не божий дар. Это просто то, как вы существуете сейчас, на данный момент жизни. Короче говоря, если ощущаете такую неопределенность, то во фронте, даже внутри системы, не бойтесь этого признавать и отмечать в творчестве каким-то общим знаком. Может быть, это будет такая подпись, которая понятна только вам. Может быть, общее имя, придуманное или ваше паспортное, измененное так, как вам нужно и комфортно. Можно какие еще трудности отметить в авторстве у Плералов? В желании быть раздельными, наоборот. Когда внутри системы все друг друга знают, и поэтому узнавать по теме творчества, манере написания системцы могут. Но внешние люди не всегда.
Даже близкие могут ошибаться, и в этом нет вашей вины. В том, что вы недостаточно различны. Из-за того, что тело общее, от этого может быть общий стиль. И какие-то штрихи будут различаться, и по ним узнаваться тот или иной спутник. Но остальное — это все мышечная память. Навык написания текстов, держания пера или смычка у вас, тело, нарабатывалось годами. Возможно, хостом, возможно, другими спутниками до вас. И когда вы тренируетесь, поете, пишете, рисуете, вы пользуетесь теми же руками, тем же голосовым аппаратом, что есть. Поэтому что-то будет непременно повторяться. Даже с сильными амнезийными барьерами можно будет заметить историю тела. Например, случаи, когда альтеры говорят только вот на одном языке, а другие на другом, а тело воспитывалось билингвом. О языках мы еще поговорим в следующем эпизоде, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Но тогда вопрос, а есть ли смысл в этом разделении, если навыки общие? Задам тогда встречный вопрос. Как думаете, если режиссер арендует камеру, становится ли итоговый фильм не его, а арендодателя? Мне кажется, не совсем. У студии может быть несколько камер и режиссеров. У системы несколько навыков и спутников, но каждый из них со своим уникальным взглядом. Поэтому и вы не должны бояться говорить о себе, ставить свою подпись, аббревиатуру, и, если возможно, говорить о том, что вы существуете, даже если вы похожи. И я все-таки агитирую говорить об этом открыто, даже если не говорить обо всех спутниках, потому что кто-то не хочет. Но те, кто ведут публичную жизнь, могут хотя бы написать об этом пост, что они спутник, что они система, что они оттуда-то. И поэтому стили, если вы видите на двух разных аккаунтах, похожий, нормален для них, потому что тело одно. Но взгляды, темы, материалы разные. Это нормально. Сейчас все больше систем, кто заявляет о себе, но стигма все еще велика. Когда она полностью снимется, неизвестно и, возможно, никогда. Потому что всегда будут люди, которые будут вас не понимать. А те, кто поймут, они, скорее всего, видели вас вживую. И это лучший пример, который можете дать обычной жизни с несколькими личностями. И, возможно, несколькими аккаунтами в соцсетях, как вариант. Так вы обезопасите себя от проблем с копирайтом, с недопонятостью и всем таким прочим. Хорошо, а если в оффлайн спрашивают вас, кто автор, можно ответить, что это написал друг или же близкий. Это тоже будет хорошим ответом для тех, кто не хочет вдаваться в подробности о своей системности. Да и не всем прохожим это нужно. Они подойдут, спросят и пойдут себе дальше. Как было уже у меня. Ваш ведущий когда-то расписывал сумки. Это было недолгое увлечение, но значимое, потому что результат виден другим людям, что было очень приятно. И вот один рюкзак попадал в такие ситуации, когда спрашивали, чья это роспись. У Кахоста, потому что тогда я вел бестелесную жизнь, по большей части. Те, кто читал пост об этом в телеге, поймут, о каком рюкзаке речь. Кратко опишу. Это средний рюкзак серого цвета с блеском. Потертый кожзам.
проколотый когда-то значками и разделен черной строчкой на небольшие квадратики. Именно в них отлично вписались отрывки «Звездной ночи» Ван Гога и «Пруда с кувшинками» Клода Моне. Образы узнаваемые, и я тогда не особо стремился к чему-то оригинальному. Просто тренировка для набива руки, роспись по ткани. Если вы сейчас смотрите, то фото будет на экране. А слушающим скажу, что снизу рюкзака нарисован полукруглый зеленый мост над водой, а сверху закрученная спирали неба. Надеюсь, представили. Я иду дальше. Кохоста спрашивали, кто это нарисовал. На улице. Поначалу они пугались и говорили, что это их работа. Но быстро стало неприятно, по их же словам. Как будто крадет чужое. Поэтому мы вспомнили старую уловку говорить обо мне как о друге. Собственно, от этого и мое приветствие. Ведь все равно спрашивают малознакомые люди. Им ни к чему знать подробности. Конечно, заинтересовавшись больше, незнакомцы бы узнали, кто я. Но этого им не было нужно. Потому что это люди с магазина, экскурсии, просто с улицы, которые хотят сделать комплимент и не знают, кому адресовать. Был ли негатив? Нет, особо. Кому не надо, тот и не смотрел, не спрашивал, не уточнял. По крайней мере, так работает на улице. Поэтому на следующую работу, на шопер, я уже не боялся указать свою подпись K.O. Да, это изначально было сокращение от моего фиктивного имени, но сейчас просто хорошее обращение само по себе. Да и работа тогда уже была по оригинальным скетчам и рисунку. Поэтому где-то там, в Москве или в любом другом городе, гуляет человек с сумкой, расписанной мной, где видно вот эта подпись. Авторство все равно остается у меня, несмотря на то, что владеет сумкой другой человек. Да, он может сказать, что это сумка вот такого-то человека, назвав нас по паспорту. Но паспортное имя считается у нас двоих кохостов общим. Поэтому, намеренно или нет, меня стереть из истории этой сумки не получится. Да, я системец, равный другим системцам. И это не делает меня меньшим автором. Надеюсь, я смог вас вдохновить на что-то похожее. Творите и будьте хостами своего же творчества. Своего подкаста или книги, своего шоу или стиха. Просто творите. Пусть это будет непонятно, пусть это будет криво, пусть это будет в команде или в гордом одиночестве. Вы вправе называть творчество свое своим. Если подводить здесь какие-то итоги, то можно сказать, что системы тоже творческие. Бывает им сложно определить авторство. В таких случаях может помочь какое-то общее имя или использовать свое, как псевдонимы. И под них настраивать отдельные аккаунты. Да, не всегда можно купить отдельную сим-карту для этого, но есть пару социальных сетей, которые позволяют сделать просто отдельные почты и на них привязать необходимый профиль. Главное понимать, что вам важно, и оставаться на своем. Поэтому, если вам важно оставить свои «я», вперед и не оглядывайтесь. Да, тяжело. Да, иногда это отсекает вас от какого-то творческого сообщества. Но помните, даже если давление победит, это не стирает вас. Ваш опыт кому-то
да отзовется. В качестве такого примера я бы привел «Благие знамения». Это общая книга Терри Пратчетта и Нила Геймана. Вы не можете отделить точно, какой абзац кто написал, потому что это коллективная работа соавторов и редакторов, как и у систем. Поэтому никто не будет искать с лупой, кто какую строчку ваш спутник написал. Ведь главное, понравилась вам книга или нет. А плохие книги могут быть и у хороших авторов, так и наоборот. Поэтому ставьте свои имена на обложке, потому что итог все равно будет оцениваться не вами. Ваша задача — получить удовольствие от самого процесса создания. Ведь именно в этом творчество, не правда ли? И дела, спасибо, что слушали, дорогие. На этом все. Новеньким добро пожаловать, а продолжающим слушать отдельное спасибо. Выпуски выходят каждый месяц, за анонсами можете следить в телеграм-канале. Там же делюсь материалами к выпуску. Недавно вышла моя статья «Перевод про плюрал-активистов из нулевых». Поэтому, если интересно, заглядывайте, буду вас там ждать. А также напоминаю, что вы можете прослушать не только на Ютубе, но и на Яндекс.Музыке, Apple подкасты и других платформах. Карточка в описании. А с вами был Кео, друг и сосед по голове. Встретимся еще в одной комнате.